Всем привет! Сегодня будем менять топливный фильтр тонкой очистки, бензонасос, а также поменяем фильтр грубой очистки на автомобиле Toyota с двигателем 1NZ FE. Топливный модуль с фильтрами и бензонасосом находится под задним пассажирским сиденьем. Пассажирские кресла для удобства, конечно же, лучше снять. Снимаются они очень легко. Также сразу вам скажу, что на автомобилях японского происхождения с двигателем 1NZ FE все топливные модули одинаковые. Ну и, естественно, замена фильтров и бензонасосов у всех аналогичная. Под обшивкой находится лючок. Его нужно снять, чтобы добраться до модуля. Выдергиваем фишку. Также необходимо стравить избыточное давление с бензобака и выработать горючку с топливопровода. Снимаем стопорную скобу с патрубка подачи топлива. С помощью двух отверток снимаем обратку со штуцера. Принцип работы защелки обратки я вам покажу в конце видео. Выдергиваем штуцер с подачи. Подожди, а что за хуйня? Бензин с подачи у нас все равно хлещет ручьем, поэтому заморачиваться не будем. Открутим сначала крепеж модуля, а затем ее снимем. Ну и немного забегая вперед, друзья, скажу вам, что у нас с первого раза ничего не получилось. Получился небольшой косяк из-за нашей невнимательности. И чтобы вам не наступать на те же грабли, смотрите видео до конца. Все увидите в конце видео. В общем, смотрим внимательно до конца и не переключаемся. Аккуратненько достаем топливный модуль из бака. Весь модуль у нас собранный на фильтре тонкой очистки. Все на защелочках. Аккуратненько все отсоединяем. Также отключаем все фишки питания. Чтобы снять указатель уровня топлива, нужно придавить вот этот язычок и давить его вниз. Все, и снимается с вот этих защелочек спокойно. Фильтр грубой очистки застопорен стопорным кольцом. Сначала снимаем его, ну а затем саму сетку фильтр. Достаем бензонасос из фильтра. Необходимо обратить внимание на резиновый уплотнитель бензонасоса. Он иногда может оставаться в фильтре. Его нужно будет оттуда извлечь, ну и надеть на новый бензонасос. Также из фильтра извлекаем обратный клапан. Сидит он крепко, поэтому нужно будет применить физическую силу.
Здесь также будет необходимо обратить внимание на резиновое уплотнительное кольцо. Устанавливаем все это дело в новый фильтр и собираем все в обратном порядке. Одеваем на бензонасос сетку-фильтр. Даже можно немного постучать каким-нибудь не тяжелым железным предметом, чтобы сетка окончательно села на свое место. Стопорим стопором, который шел в комплекте с фильтром. Затем на фильтр устанавливаем указатель уровня топлива, вставляем в пазы и тянем наверх до щелчка. На бензонасос устанавливаем резиновый амортизатор и защелкиваем нижнюю часть модуля. Не забываем установить фишку питания бензонасоса. И только после этого устанавливаем верхнюю часть топливного модуля. Подключаем питание указателя уровня топлива. Устанавливаем топливный модуль на свое место обратно в бензобак. Устанавливаем кольцо. Следим за тем, чтобы шип у нас попал в паз модуля. Приворачиваем все болты на свои места. Чтобы не было перекосов, болты лучше крутим крест-накрест. Так будет надежней. После этого устанавливаем трубку обратки. Тут система вот такого плана. Вот эти вот усики, так их назвать. Эти два усика идут в зацеп с буртом на вот этой трубочке. Просто нам нужно это устройство надеть на патрубок до щелчка. Устанавливаем на место трубку подачи топлива и стопорим ее стопорной скобой. Одеваем фишку питания и пробуем запускать движок. Сейчас. Подожди. Подожди, надо, чтобы в натуре накачал. Качал, ну. Так, смотри. Качает? Уже нет? О. Все фишки найдем. Ну. Нет, так не должно быть. Конечно же, машина у нас не завелась, получился небольшой косяк. Дело в том, что когда собирали топливный модуль, забыли установить вот сюда резиновое уплотнительное кольцо.
Колечко у нас осталось в старом фильтре и было успешно там забыто. Вот эту резиночку обязательно нужно надеть вот сюда, друзья. Подожди. А вот это вот. Ну я сейчас. Заводим движок. Все завелось без проблем. Смотрим, чтобы не было утечек. У нас их нет, все хорошо. Ничего нигде не бежит. В общем, собираем сидушки и можно сказать, что все готово. У нас маленькая проблема. Походу кто-то уже менял фильтр, друзья. В общем, друзья, на этом можно сказать, что все. Фильтра, бензонасос поменены. В общем, кому видео было полезным, либо понравилось, ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Всем удачи. Пока.